Итак, всем привет, ребята! Сегодня я хочу начать тот самый обещанный цикл про глубинные крючки. Конечно, надо сказать для начала, что у каждого человека абсолютно индивидуальные, личностные, внутренние, самые глубинные вот эти ситуационные крючки, про которые я сказала с детства, да, так называемые травмы детства. Но, тем не менее, у этих травм есть определенного вида последствия, которые мы можем потом во взрослом возрасте за собой наблюдать. И как раз-таки через эти последствия и через эти чувства можно выйти на причинно-следственные связи того, что у нас есть. И хотела бы я начать с такого последствия, с такого глубокого крючка, как зависть. И посмотреть на него не с точки зрения того, что вот тот, кто завидует, он какой-то плохой или что-то такое, а с точки зрения именно глубинных причин зависти и почему человек на самом деле, который завидует, он не является каким-то злым на самом деле, да, в большинстве своем или каким-то плохим, если мы не говорим про различные расстройства личности, да, а чувство зависти у него вызывает именно внутренняя неудовлетворенность собственной жизнью и тем, что он себе в этой жизни запрещает быть лучше, жить лучше, да, быть кем-то другим, кем он хотел бы являться, но не может. И из-за этого испытывает глубинную внутреннюю боль, которую внешне он выразить не может, но она выражается вторично вот так вот в этих чувствах зависти и даже, может быть, агрессии, да, на тех людей, которые имеют больше, чем они. То есть зависть, она идет из-за агрессивного чувства подавления собственных желаний, да, что я хотел бы чего-то достичь, но я этого достичь не могу, поэтому я могу только завидовать тем, кто может это делать, имеет это, да, и при этом выбрасывать на них тонны агрессии, и эта агрессия будет не по отношению даже к этим людям, а по отношению к самому себе. То есть на самом деле агрессия, которую человек испытывает по отношению к себе, он начинает выбрасывать именно вовне. И давайте так вот поговорили, да, условно об этом всем, и поговорим более глубоко об этом чувстве и что оно вообще говорит о человеке и какие глубинные крючки и убеждения ее это чувство вызывают зависти. Итак, начнем. Ну, во-первых, чувство зависти на самом деле одна из самых распространенных и одновременно сложных в эмоциональном плане чувств. Это чувство возникает у каждого человека в определенные моменты жизни, когда он сравнивает себя с другими и ощущает, что кто-то достиг большего, имеет больших успехов, богатства, внимания или признания, которые почему-то мне недоступны, да. Этот человек, когда он думает об этом, он как будто для него эти достижения становятся чем-то, до чего он дотянуться не может. То есть это все внутренние, подсознательные, да, реакции, то есть которые человек может даже не совсем осознавать. Но если копнуть чуть глубже, там они очень хорошо просвечиваются. То есть чувство зависти — это чувство то, что я не могу до чего-то дотянуться. И конечно же, эта зависть может проявляться по различным причинам, вызывать самые сильные внутренние триггеры, и именно это мешает на самом деле развиваться человека и воспринимать свою жизнь в радости и гармонии, потому что вот эти триггеры — это обычно ограничения, которые мешают ему к чему-то прийти. А когда я на курсе по намерению рассказывала, да, я там частично брала
пример зависть, и я рассказывала, почему зависть и намерение — это два несопоставимых практически понятия. То есть люди, у которых проявляется чувство зависти, им пользоваться намерением и реализовать что-то в своей жизни, да, именно при помощи намерения практически невозможно, потому что зависть и намерение — это практически антагонисты. Почему так происходит? Потому что когда мы используем намерение, то есть хотим реализовать что-то в пространстве, мы должны в своей голове не иметь ограничений, то есть мне доступно абсолютно все. Я могу сделать все, что угодно в своей жизни. И когда мы говорим о том, что мы запускаем намерение, допустим, на то, что мне там в жизнь должно прийти что-то, неважно, что там, работа хорошая, я должен встретить какого-то хорошего человека, там, допустим, для отношений, или я хочу себя как-то реализовать, да, что-то приобрести и так далее. Первое правило намерения — это то, что я должен, получается, да, любой цели, это то, что я могу это получить. Я тот, кто может быть в точке Б, то есть, да, в той точке, где я нахожусь, там, в том доме, который я хочу построить, в той семье, которую я хочу тоже простроить, да, в своей жизни, на той должности, которую я хочу получить, там, в том месте, которое я хочу реализовать, да, то есть вот себя, почувствовать себя тем самым, который вот он вот таким образом реализовался и так далее. Но когда у человека есть чувство зависти, это всегда недосягаемость. То есть зависть, она говорит о том, что я не могу получить то, что хочу, и поэтому у людей с завистью достичь чего-то при помощи намерения практически невозможно. И на самом деле не бывает черной или белой зависти, потому что белая зависть — это все равно как бы зависть, как ее ни назови. Да, белая зависть, она, конечно, не такая, как черная, да. Белая зависть, человек радуется, да, вот за другого человека и говорит, что я очень рад, что у тебя это все получилось в жизни, все, но я тебе по-доброму завидую, да, то есть я не испытываю негатива и агрессии в отношении того, да, что ты что-то получил, в отличие от черной зависти, где человек хочет нанести вред всем, у кого получается, а у него не получается, да, то есть как будто эти люди виноваты в том, что у них получается то, что недоступно, допустим, для человека с черной завистью. Очень яркий пример людей с черной завистью — это нарциссы, то есть нарциссическое расстройство личности. Оно включает очень сильную черную зависть, из которой как раз-таки нарциссы и исходят, когда они уничтожают и пытаются уничтожить всех людей, у которых есть то, чего для них недостижимо, чего они считают, что эти люди не заслужили этого, да, оно должно принадлежать нарциссу, а не этому человеку. При этом, если мы посмотрим, да, с психологической точки зрения на именно ядро нарциссизма, то там мы увидим очень-очень такую уязвимую внутреннюю самооценку, которая находится практически на нуле, да, и которая заменяется некой вот этой грандиозной частью. То есть, с одной стороны, мы говорим, да, о том, что нарциссы говорят: я идеальный, я самый крутой, самый классный, но когда у нарцисса выходит черная зависть, да, когда они сталкиваются с жестокой реальностью. Как раз-таки люди, которые имеют больше, чем нарцисс, которые получают больше, чем нарцисс, да, они разбивают его вот эту иллюзию идеальности о жесткую реальность. То есть смотри, ты не идеальный, есть люди, которые лучше тебя, и поэтому, то есть давят вот в это ядро личности уязвимое, и вот выпускаются тонны агрессии на то, чтобы уничтожить просто всех, кто его сталкивает с этой реальностью. Конечно же, не только при нарциссизме есть именно агрессивная черная зависть, то есть мы можем ее видеть и в других, да, моментах, когда у человека очень все тяжело с самооценкой, и он не может чего-то добиться, не может чего-то себе позволить, да, то есть у него очень жесткие внутренние цензоры, самоограничения, но он очень сильно чего-то
хочет, и поэтому он начинает то есть это даже может быть подсознательная зависть, которую человек не осознает, но она выражается во внешней агрессии. Пример, допустим, те самые бабушки на лавочке, да, которые всех девочек, которые, ну, ведут себя не то чтобы достаточно привольно, а просто даже свободно, да, как-то выражают свои чувства, эмоции, свои желания и физические потребности, не знаю, свободно, там всех подряд называют там девушками легкого поведения, да, хотя это совсем не соответствует действительности. То есть, но они вот так вот выражают, потому что на самом деле внутри есть огромный внутренний пласт зависти. Но не будем об этом, давайте, здесь все в принципе понятно, там у человека очень много внутренней злобы и агрессии именно потому, что я не могу вот это сделать, почему кто-то другой может, да, а мне это недоступно, и агрессия на всех, почему я страдаю, почему я испытываю вот этот вот, да, запрет на то, чтобы делать то, что хочу, а остальные это делают. То есть и попытка заставить всех остальных тоже принять вот этот внутренний запрет, да, навязать его, и она выражается в агрессивной форме. К сожалению, это, конечно, не очень хорошо. Но давайте вернемся к белой зависти. То есть в большинстве своем, если все-таки человек, да, более-менее не агрессивный, адекватный, и у него, допустим, больше положительного, да, то есть его внутренние установки, они не настолько болезненные, чтобы вываливаться во внешней агрессии, он может, допустим, завидовать белой завистью, то есть говорить, как я за тебя рад, что ты там, ну, не знаю, там, съездил в какую-то поездку, да, все классно, но, блин, я тебе завидую, да, белой завистью, такой добрый, я за тебя действительно рад и счастлив, но я тебе завидую, потому что я не могу сделать то же самое, мне это недоступно, да, то есть это как продолжение. Зависть — это недоступность чего-то, и человек, который, допустим, когда ему говорят, а вот мы там съездили куда-то в поездку, допустим, очень крутую, и он начинает завидовать, потому что в этот момент, когда ему это говорят, он не думает, что, может мне тоже поехать в какую-то поездку, может мне тоже, да, то есть открыть для себя этот горизонт и подумать, я тоже хочу этого, да, почему бы мне это не реализовать? Но он в этот момент, он не думает о том, чтобы ему реализовать это, он думает о том, почему я не могу это реализовать, почему для меня это недоступно, что я так не могу, у меня так никогда не получится. И поэтому вот это вот чувство, да, что мне это недоступно, выражается вот в этой зависти. Поэтому неважно, да, белая зависть, черная, как ее ни назови, они все равно являются причиной недовольства или желания иметь то, что есть у других, но при этом, да, имеется внутренний ограничитель, который говорит, что нет, вот этого не могу. Кстати, про то, что вот тоже, да, как прорабатывать вот это чувство, я говорила на бесплатном курсе у себя, да, «Фундамент нового мышления». Там я говорила про то, что когда ты хочешь, да, вот что-то у другого, то есть когда возникает чувство зависти, нужно думать не о том, что я хочу отобрать у другого то, что есть у него, а то, что я хочу сделать что-то подобное, да, только так, как хочу я. То есть, допустим, на примере того же самого путешествия, там, допустим, подруга там съездила куда-то в путешествие, сидит, рассказывает о том, что как классно она там с семьей отдохнула где-то, допустим, или одна там куда-то слетала, съездила, допустим, отдохнула. И человек в этот момент, то есть он думает, вау, я тоже хочу где-то отдохнуть, но куда бы хотел я, да, не обязательно прям в то же самое место, а вот что бы я хотел, допустим, вот она там слетала на Алтай, допустим, отдохнула, ну, я бы тоже, может быть, хотел бы куда-нибудь на природу, да, вот так вот,
где очень много каких-то там реликтовых лесов, еще что-то. Ну, допустим, я хотел бы не вот на Алтай, да, а, допустим, куда-то, где потеплее, где еще и морюшка рядом, да, и где горы, допустим, а почему бы мне там не слетать или не съездить на ту же самую, я не знаю, там, Красную Поляну в Сочи, да, или куда-нибудь на Кавказ, допустим, посмотреть там местность. То есть здесь мы должны отталкиваться именно от того, что хочу я. То есть и вот именно такой способ мышления, он как раз-таки идет от противоположного зависти, да, именно положительный для человека образ мышления, то есть когда люди, которые тебя окружают, они вдохновляют тебя на то, чтобы ты тоже действовал, чтобы ты тоже делал что-то, да, что ты хочешь, для того, чтобы не давать тебе чувство зависти, что вот, смотри, там мы что-то там сделали, да, и теперь ты нам завидуй. Нет, а для того, чтобы мы на их примере вдохновлялись, допустим, мы говорили: о, да, я тоже так хочу, почему бы мне не сделать нечто подобное. И это как раз-таки положительное, то есть это идет от вдохновения. Но давайте вернемся. Сегодня мы с вами рассмотрим крючки, которые вызывают чувство зависти и которые не дают нам именно прийти к вот этому положительному мышлению о том, что вау, я тоже вот так хочу, то есть, да, и именно не уходить в чувство зависти того, что мне это недоступно, а в чувство того, что я хочу воплотить нечто подобное. Зачастую чувство зависти часто проявляется в каких-то характерных физических ощущениях, например, напряжение в теле, сжатие, стеснение мышц, особенно в области груди и живота, могут возникнуть ощущения погружения или тяжести в солнечном сплетении. Некоторые описывают это как горячий зуд или разогретое состояние внутри, похожее на внутренний жар. Также возможно учащенное сердцебиение, короткое дыхание, ощущение сжимающегося или раздражающего чувства в теле. Иногда зависть может вызывать дискомфорт, раздражение в области рта, шеи, лба. Эти физические реакции — подсказки внутреннего состояния, сигнализирующие о сильных эмоциональных переживаниях. И отслеживайте свою реакцию на разные ситуации в жизни. И обратите внимание особенно на какие моменты вызывают у вас наиболее сильные негативные эмоции, раздражение, яркие вспышки, эмоциональный электрошок. Найдите триггер, ситуацию или слово, которое постоянно задевает или провоцирует у вас эти чувства. Например, вы можете реагировать на то, когда ваш знакомый, опять же, рассказывает о своих успехах или достижениях, то есть и вы можете ощущать, что как будто вас ударили, да, или какой-то эмоциональный выброс. Вы должны понять, что это не только простая реакция, но и может это говорить о том, что внутри вас идет вот эта вот эмоциональная буря. Вы можете также не реагировать открытым приступом зависти, допустим, к тому, что кто-то что-то реализует. Часто очень зависть тоже, да, может являться вторичным чувством, которое запрещено, то есть, допустим, мы реально, ну вот наш знакомый, да, какой-то или там знакомая, ну не знаю, взяли там кредит, допустим, да, на большую сумму денег и купили машину. Давайте возьмем такой вот пример. И, допустим, они взяли на себя эту ответственность, да, за этот кредит и взяли какую-то хорошую машину. И мы в этот момент, то есть мы испытываем, допустим, чувство зависти, что я так не могу, мне это недоступно, допустим, да, вот так вот взять такую же машину и сделать подобный поступок, да, взять кредит, допустим, или что-то и купить машину. И не потому, что у меня там, я не знаю, допустим, какие-то кредитные истории плохие или еще что-то, просто что я не могу себе это позволить. Хотя по факту, если я там подумаю, там где-то посчитаю деньги, да, все, где-то мне это и доступно, но нет. Какие-то социальные стереотипы, ограничения мешают мне это сделать, да, то есть здесь фактически мы говорим о ситуациях, где есть по большей степени не физические причины, да, а психологические причины, которые мне мешают также поступить, допустим, или похожим образом, или сделать нечто подобное, но может быть как-то немножко по-другому, да, под себя подстроившись. Так вот, и, допустим, я испытываю чувство зависти, но при этом
мне нельзя испытывать зависть, потому что зависть плохое чувство, я не должен его испытывать, да, потому что это чувство делает меня плохим. Но и белую зависть я испытывать тоже не могу, потому что у меня есть вот эта внутренняя агрессия на себя, что я не могу это сделать, а кто-то другой может. И мне эту агрессию надо как-то выплеснуть. И получается, что человек в этот момент, да, он через зависть открытую он не может это выплеснуть, и зависть является вторичным чувством, а первичным чувством выходит другое обесценивание, тотальное обесценивание, когда, допустим, этот человек начинает говорить, что ой, ну и дурак, что ты купил эту машину, зачем тебе она, да, вот ты там кредитов, долгов набрал, ну и что ты теперь с ними будешь делать, да, вот, то есть он начинает наоборот как бы обесценивать вот то, что сделал человек, хотя на самом деле ему бы самому очень сильно хотелось повторить этот подвиг, да, и сделать это, но он как бы не может себе этого позволить, он очень сильно завидует и прикрывает эту зависть тем, что да он просто дурак, да он просто там херней занимается, да он просто там вот, ну посмотрим, что у него дальше будет, и что вот эта машина у него сломается, что он будет делать, у него и так там кредитов, а там на этой машине там запчасти какие-то там дорогие, обслуживать ее, да, ой, фу, там, я бы так никогда не поступил, допустим, да, он нажил себе всякого плохого там, и вот таким образом он может еще и портить настроение, допустим, своему другу, да, на то, чтобы вот ты вот это вот сделал, ты там дурак, да, обесценив его достижения, ну и себе как бы успокоив, что я молодец, я умный, я сижу без машины, да, и это хорошо, потому что я молодец, а он дурак. То есть, да, хотя если мы пойдем в самое начало, то мы там увидим совершенно другой расклад. Поэтому, если у вас такое бывает, когда вы начинаете как бы других как-то вот говорить, ой, да зачем он там вот это сделал, да, я сейчас не говорю о каких-то негативных, допустим, качествах, но опять же, даже если человек делает что-то негативное, говорить про него, что вот он дурак, там делает что-то негативное, это опять же попытка манипулировать чужой жизнью, да, или влезать в чужую жизнь, а это опять же как бы говорит о том, что человек хочет пытаться управлять чужой жизнью, то есть он нарушает ту самую свободу воли, да, и выбора, то есть и он в чужих жизнях пытается разобраться больше, чем в своей, то есть разбираться надо в своей жизни, да, вот, поэтому здесь очень важно отслеживать такие реакции свои и находить вот эти глубинные смыслы этих реакций, понять, что моя зависть это не нечто плохое, даже если я завидую, да, это не делает меня плохим, то есть моя зависть это какие-то установки и какие-то внутренние барьеры, которые мешают мне выйти к более положительному своему образу жизни, которые мешают мне делать в жизни то, что я хочу. И поэтому, когда мы чувствуем нечто подобное, надо задаваться вопросом, да, а что мешает мне сделать для себя нечто похожее, да, но так, чтобы это было хорошо для меня. То есть, почему я не могу позволить себе съездить в поездку, да, не какие у меня причины не ехать в эту поездку, вот у меня денег мало, вот еще что-то, не физические причины, да, а именно психологические причины того, почему я не могу позволить себе вот это, да, и именно от этого вопроса, то есть надо начать отталкиваться и искать в первую очередь не то, что у меня денег нет, еще что-то, а еще раз говорю, психологические проблемы, которые мешают нам реализовать то, что мне нужно. И там, поверьте мне, повылазит очень много интересного. И в этом плане есть у меня видео на канале. Кстати, вот будете работать с этими роликами, вам эти видео очень сильно это видео, точнее, очень сильно поможет. Видео, которое про действенные техники, да, при помощи которых мы можем помочь самому себе. Видео называется «Открой секреты своего ума. Сила подсознания». Поищите, пожалуйста, оно очень много содержит советов именно того, как работать над собой. Там я даю техники свободного письма,
Вот. Также говорю про важность осознания личных границ, сочетания, да, техник отключения под ключик, выстраивания личных границ. Вот, даю техники визуализации, очищения, допустим, тела и ума через душ, работа через образы и так далее. То есть техники, которые можно использовать, да, для собственного, во-первых, да, самодиагностики, а также самопомощи, для устранения внутренних вот этих вот блоков глубинных при работе с подсознанием. И, кстати, ребята, у меня есть для вас хорошая новость. По вашим просьбам я наконец-то создала для вас уникальную, проверенную и очень крутую методику по избавлениям от зависимостей, о которой я ранее упоминала в курсе по отключению под ключик. Я сама по этой методике бросала курить 5 лет назад, и этот способ стал для меня настоящим прорывом. И больше к курению я никогда по сей день не возвращалась, и даже желания не было. И то, что этот способ работает, я убедилась не только на мне, уже убедились мои близкие, люди из нашего солнечного клуба, а также ребята, которые проходили курс по отключению под ключик. И я наконец-то собрала эту мощную методику и рекомендации как по питанию, так и по каким-то лайфхакам, чтобы не сорваться в один большой курс «Бросить курить по щелчку пальцев». Она проста, эффективна и подходит абсолютно всем. Даже тем, кто никогда не интересовался эзотерикой, чтобы каждый мог поделиться этой методикой со своими близкими, которые никакой эзотерикой не интересуются. В этом курсе я преподнесла все больше с точки зрения психологии, физиологии, питания и практических методов, чтобы не сорваться и не вернуться в прежнюю привычку. Я расскажу, как легко, без насилия над собой, словно по щелчку пальцев навсегда избавиться от никотиновой зависимости, а также алкогольной, пищевой и других, так как сама методика универсальная. Она пришла ко мне от моей души. Ее особенность в том, что она возвращает вашу собственную силу воли. Никотин, кстати, разрушает волю, а этот курс поможет вам ее вернуть. Самое удивительное, цена курса ровно столько, сколько каждый курильщик тратит сигареты в месяц. Так что уже через 30 дней он окупится для вас свободой и здоровьем. Поэтому не откладывайте, проходите по ссылке в описании на мой дзен-класс, новый курс «Бросить курить по щелчку пальцев». Подробное описание курса, а также информацию вы можете найти на моем сайте, ссылка тоже будет в описании. Тем более, что первое видео вы можете посмотреть и ознакомиться с ним даже сейчас совершенно бесплатно на Дзен. Ссылка также в описании. Ну а мы продолжим. Ну а также далее, да, смотрите. Также крючки самые частые, да, вот блоки, которые мешают и которые создают чувство зависти, это стереотипы, которые нам вкладывают, то есть это общественные стереотипы, а также стереотипы, которые вкладываются, социальные стереотипы через родителей, да, через окружение социальное, которое у нас было в детстве. И здесь очень много, допустим, таких стереотипов, которые можно увидеть. Например, стереотипа то, что у каждого, там, знаете, вот это, каждый мужик должен там построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Ну, это условно, да. То есть, что у каждого должно быть там, допустим, высшее образование, квартира, машина, там счет в банке, жена, там дети, допустим, то. И вот это является каким-то социальным успехом. Я сейчас не скажу про то, что социальная модель семьи это что-то плохое или так далее, но каждый человек решает для себя, да, каким именно образом он хочет простроить свой жизненный путь, да, и свои жизненные достижения. Зачастую в социальные стереотипы, помимо того, что вот если у тебя там нету жены, то ты не состоялся, если у тебя там нету еще чего-то, то все у тебя плохо и так далее. Я могу сказать, что
Вот в этом плане общество бывает торопит сильно. Допустим, человек еще не готов строить семью, он еще не нашел того самого человека, с которым он, допустим, хочет простроить отношения, да. И не все, знаете, там в 20 лет встречают того самого. Многие и 30, да, и в 30 с чем-то только встречают человека, с которыми они могут построить семью. Где-то может человек еще быть не готовым к простроению семьи, он хочет там, допустим, заняться карьерой или заняться там реализацией себя, либо, допустим, посмотреть мир, попутешествовать, еще что-то, да, заняться чем-то другим, но ему начинают социально на него давить, что вот там, допустим, тебе уже 30, там, ну ладно, не 3, 28, а у тебя еще ни котенка, ни щененка, ни ребенка, вот у тебя там нету семьи, все, ты там старая дева, допустим, да, или мужчине также начинают, что вот тебе 30, а ты тут такой балбес, у тебя еще ничего нет там, да, вот тебе уже там 10 детей должно быть, это и собака в придачу там и прочее, а ты вот еще не состоялся. И таким социальным давлением я видела, как очень много из-за социального давления люди реально, допустим, там женятся, выходят замуж, и, конечно, когда это неосознанное решение, да, человека, а именно социальное давление со стороны родителей, со стороны общества, что вот вы там, допустим, с этим человеком живете там уже 10 лет, почему вы еще до сих пор не расписались, там еще что-то. Ну, эти вещи, они очень сильно негативно влияют на человека, и как раз-таки заложенные вот эти вот чувства, то есть что я вот должен, да, человек поддается этим стереотипам, допустим, и свои желания как бы закрывает, что нет, мои желания не надо, я хочу быть социально приемлемым, я хочу вот идти по социальным стереотипам, а потом, допустим, да, что он вот социально, именно как ему говорили, он там все сделал, да, там дом, дети, котята, зверята, там щенята, и потом он смотрит на других, допустим, людей, которые там, ну, создают там карьеру, еще что-то там, что он хотел в свое время, но не получил, да, и не может теперь реализовать, потому что у него уже куча других дел и всего прочего, да, и он испытывает вот это чувство зависти. Да, потому что на самом деле я хотел прожить жизнь по-другому, допустим, а я вот, поддавшись вот этим социальным стереотипам, выстроил ее не так, как я хочу. И, конечно же, здесь мы можем говорить про семью, что семья это все-таки хорошо. Я сама семейный человек. Кто смотрит мой канал, те знают, что у меня как бы 3 детей, я мама 3 детей маленьких, у меня муж, все, я очень сильно чту вот этот вот социальный, да, вот институт семьи, но здесь я просто это привела как пример, потому что я действительно считаю, что 20 лет, то есть когда человек только перестал быть ребенком, да, вот 18 лет редко кто выходит из-под влияния родителей еще, да, и начинает жить самостоятельной жизнью, обычно это 20 лет, там 21 год, и они еще даже не пожили ничего для себя, то есть они еще даже не успели вот хапнуть вот этой самостоятельности в жизни, чтобы там решить, а куда я хочу пойти, а что я хочу сделать, а что и как, да, вот, на них уже начинают давить, чтобы они уже рожали детей, выходили замуж и все, то есть я из одной социальной среды, где я не жил так, как я хочу, да, а жил так вот, как мне с родителями жилось, то есть я вроде как бах, только получил свободу, только получил что-то, и мне говорят, все, нет, хватит, вот давай из этой свободы потихонечку в новую это, где так или иначе все равно, когда мы рожаем детей, да, у нас в семье появляются дети, мы не можем сказать, что мы можем там свободно там, я не знаю, делать все, что хотим. Хотя я очень сильно на самом деле восхищаюсь теми людьми, которые, допустим, там таскаются с детьми по всему свету, да, в путешествиях, и все, и могут себе это как-то и позволить, и организовать, и их образ жизни мало меняется, допустим, после рождения ребенка, но зачастую все-таки рождение детей, оно
все равно несет определенные обязательства, и мы уже не можем говорить о том, что я вот могу сейчас сделать для себя все, что хочу. То есть это тоже уже должно быть, что я о себе позаботился, я как-то себя самоорганизовал, и я потом уже могу как бы дохожу до сам. Главное, да, сам эмоционально дохожу до того возраста и до той точки, где я говорю, я хочу детей. И не потому, что мне папа с мамой сказали, а потому что я хочу уже о ком-то заботиться. Я очень сильно рада, что у меня в жизни было так. То есть, что там никто не бегал и не говорил, что вот, значит, давай, рожай нам внуков там и так далее, мы сидим, ждем, а я такая, ой, там, отстаньте уже все от меня, да, вот, потому что это социальное давление, с которым людям для того, чтобы, допустим, жить так, как они хотят, очень сильно приходится бороться. Также в социальном давлении мы можем говорить о том, что, допустим, социальные давления могут быть такие, что родители там всю жизнь говорили, вот, ты, значит, должен там не заниматься ерундой, не думать там о каких-то там рисовалках, о каких-то там непонятных там стендапах, каких-то там своих стартапах и так далее, да, вот иди заработай на завод, и вот, значит, пойдешь там по стопам папы, значит, вот папа всю жизнь там проработал военным, тоже пойдешь, значит, туда же или еще что-то подобное, да, то есть навязывание не просто даже там фундамента какого-то основного, допустим, как ты там должен жить, но и где ты должен работать, где ты должен себя реализовать. Очень часто я слышу от людей, что, допустим, родители выбирали учебное заведение детям и говорили, вот, там, то, что ты хочешь на что отучиться, это все херня, значит, вот во все времена, там, вот сейчас будут нужны экономисты, и ты идешь на экономиста, потому что это хорошая профессия. То есть, а ребенку эта профессия вообще не подходит, да, но он под вот этим вот давлением социальным, да, своих родителей, он идет и потом всю жизнь работает там, где он работать не может, где он, допустим, как-то себя не реализует. Или наоборот, после того, как он заканчивает учебное заведение, он вообще не идет даже в эту сферу, которую заканчивал. И ему приходится заново, допустим, учиться там и как-то это. И в итоге его какие-то желания и вот это все, они подавляются, и после этого, естественно, когда он видит, как его там друзья, когда он видит, как другие люди реализуют что-то, да, что они хотят, и реализуют легко, а он этого сделать не может, у него возникает чувство зависти. Это нужно понимать. Ну и также, знаете, мы можем поговорить про стереотипы, которые, допустим, возникают именно мысленно, да, у человека, который испытывает зависть. Например, что успех других — это моя неудача. То есть это как раз-таки в том, что я неудачник, да, вот другие достигают успеха, а я ничего не могу, и это моя неудача, что кто-то там достиг, а я нет. То есть это очень плохо, потому что вера в то, что чужие достижения как-то уменьшают мои возможности, она не дает человеку продвинуться дальше и как-то... То есть это как раз-таки про то, что я говорила. Чужие достижения должны вдохновлять нас, а не говорить нам о том, что это моя неудача. Итак, да, допустим, вот опять же, да, стереотип. Я должен иметь столько же, сколько и другие. То есть вот это тоже очень сильно убивает нас, да, внутри, потому что нам закладывают, что ты должен быть как все, у тебя должно быть как у всех, ты должен стремиться, чтобы у тебя вот было то же самое, что и у всех, стандартный набор какой-то, да, как я говорила, какой-то вот ты должен в какой-то шаблончик там вписываться, и вот это ощущение, что равенство в материальном или социальном положении обязательно, оно может как раз-таки давать вот эту гонку за призрачными целями, за тем, что человеку на самом деле абсолютно не надо. Естественно, он от этого будет несчастлив, потому что, во-первых, он будет гнаться за тем, чего он на самом деле не хочет, то есть, да, но ему надо, чтобы быть как все, ну и также будет, опять же, завидовать тем, кто живет так, как он хочет, да, вот, и плюет на вот эти вот социальные нормы, да, и он будет выражать даже вот, это как раз-таки может быть примером черной зависти, когда человек будет выражать в агрессии свою зависть к тому человеку, который живет так, как он хочет, да, не пытаясь устроиться вот в эти рамки
стереотипов социальных. И это агрессивное поведение может быть там и тем, что вот ты там как-то ужасно живешь, допустим, да, и опять же обесцениванием там и так далее и тому подобное. То есть нанесением травм этому человеку, допустим, потому что на самом деле, да, он вот сейчас, здесь и сейчас исполняет мечты того, кто завидует, потому что тот, кто завидует, не может себе этого позволить. И еще вот это, да, что у окружающих все лучше и легче, чем у меня. Это тоже отрыв от реальности абсолютный, потому что человек такой склонен идеализировать чужую жизнь и вообще абсолютно пренебрегать своими успехами. Он никогда не видит того, что у меня хорошо, он видит только то, что у кого-то всегда лучше. И это, конечно, не дает ему вдохновения на то, чтобы там добиваться больше, как-то жить лучше и так далее. Нет, оно дает внутреннюю вот это чувство того, что я неудачник, опять же, да, что вот как бы я что ни делал, ни старался, у других всегда лучше. И на самом деле это может быть даже обманчиво, может быть даже так, что те люди, которым он вот так завидует или которым он думает, идеализирует и думает, что у них лучше, на самом деле эти люди могут ему завидовать, что он очень классно живет, да, и он там реализует какие-то супер вещи, но он этого может даже не замечать, то есть просто внутренняя установка на то, что у других всегда лучше, чем у меня. С ней, конечно, тоже надо работать, и себя надо хвалить, то есть здесь может быть как раз-таки то, что в детстве не хвалили, в детстве не говорили о том, что ты молодец, вау, как много ты достигаешь, смотри, у тебя вот это достижение, вот это, да, и сейчас человеку самому надо учиться эти достижения находить у себя. Допустим, можно сделать дневник. Я работала подобным образом тоже с собой, когда я записывала, прям вот я садилась вечером, каждый день я завела себе тетрадку, я писала там дневник своих достижений, то есть я писала вот прям, я сегодня была большим молодцом, я сделала вот это, потом я сделала вот это, и вот это я сделала, и вот это, и я прям вспоминала все вещи, даже до каких-то мелочей, о том, сколько я сделала за сегодня всего, вот, и прям вот, вау, сколько всего, много хорошего я для себя сделала, в том числе, допустим, то, что сегодня я очень хорошо отдохнула, посмотрела сериал, там, да, очень много, там, я не знаю, там, в ванной пролежала, сделала себе такой мини-спа, да, вот, повалялась и так далее, это тоже я записывала в список своих, ну, грубо говоря, достижений, да, но я там прописывала, я не работала конкретно с достижениями, да, того, что вот у всех лучше, чем у меня, нет, я там прорабатывала немножко другое, а конкретно то, что у меня было какое-то ощущение, что я должна сделать прям вагон и маленькую тележку за один день, и я это все прорабатывала, у меня это был немножко другой момент, но тем не менее вот эта техника, да, она очень сильно помогает вернуть то, что каждое сделанное тобой дело, ты мог его не сделать, но ты его сделал, да, то есть ты молодец, и то, что посуду помыл, молодец, то, что убрался дома, молодец, и то, что там даже, я не знаю, с соседом поговорил на лавочке, ты тоже молодец. В общем, здесь надо возвращать себе вот этот вот момент, что я делаю очень много классных вещей. Также, допустим, в социальных стереотипах очень часто может быть такое, что счастье — это обладание определенными вещами или статусом, то есть здесь человек реально думает о том или связывает с тем, что радость, счастье и так далее, они занимают позицию неких внешних атрибутов, вот, и считают, что счастье — это есть некий материальный достаток, и что люди, у которых есть этот достаток, они счастливые, да, вот у меня этого достатка нет, поэтому я не могу быть счастлив априори, то есть здесь тоже надо выходить из этого, потому что я люблю вот эту фразу использовать: богатые тоже плачут, то есть то, что человек получает много материальных благ, не делает его счастливым на самом деле, да, то есть моральные блага и физические блага, да, пока он
не вылечит свои вот эти глубинные ощущения, как я уже сказала, да, он может не испытывать чувство удовлетворения от собственной жизни и даже от того, что он достигает и добивается. В примере я уже сказала, у других всегда лучше, чем у меня, да, и сколько бы он ни брал, сколько бы у него не было, он не может получить вот чувство радости и счастья. То есть, а другие могут даже смотреть на него и думать: вау, какой он счастливчик, он столько всего достигает, столько всего у него есть, да, но при этом человек сам вот эти достижения не видит и не чувствует. Поэтому здесь надо выходить из этих стереотипов и понимать, что счастье и радость зависят прежде всего не от материальных каких-то благ, а именно от морального удовлетворения собой, своей жизнью, от того, насколько мы проработаем все вот эти блоки и уберем их для того, чтобы чувствовать действительно радость от себя и жизни, и того, что мы имеем вокруг себя. Ну и также есть, что если я не занимаю такую же позицию или статус, как другие люди, значит, я хуже. Это, опять же, оценка собственной ценности через призму сравнений, да, с другими людьми, что тоже не является правильно. Допустим, что все должны ценить меня так же, как ценят других, или как я ценю их. Это тоже ожидание того же внимания или признания, которое получают другие люди, да, или которые я дарю. Денежно-рыночные вот эти, допустим, что если я как-то к человеку, то и он мне в ответ нужен. То есть это самые неоправданные ожидания, которые потом бьют, опять же, больно по людям. И также там, допустим, что чужой успех несправедлив, а мой упорный труд ничтожен. То есть это как раз-таки неспособность признать сложный путь другого и свои достижения. То есть кажется, что другим все достается очень легко, да, а я вот тружусь, и мне ничего. Я вот, кстати, как-то видела тоже, допустим, статус там одного человека ВКонтакте, где он написал, что вот почему вот я там упорный труженик, да, я там строю там дома, да, работаю строителем, вот мой труд не оценивается, а какая-то певичка там скачет на сцене, да, и вот у нее там она миллионы гребет. И я тогда-то посмотрела на это, и это вот яркий пример того, как человек, он не способен, он обесценивает абсолютно чужой труд, и мы знаем, что очень многие актеры, певцы, там, да, они выгорают, они там бывает и срывают голос, и выступают на концертах. А почему у многих, допустим, там звезд возникают проблемы с алкоголем, да, с какими-то зависимостями и прочими, потому что тот сумасшедший график, на самом деле, который человек на себя берет, да, нагрузку, то есть эмоциональную, моральную, физическую, опять же, человек работает горлом, голосом, и голос, он, ну и горло, да, оно не железное. Оно не может петь там просто так целыми сутками, голос можно сорвать, то есть все что угодно. И на человеке большая нагрузка, то есть там вот эти съемки, они могут сутками длиться. Вот, и это все обесценивается, да, тем, что, ну, она там просто там по сцене скачет, да, то есть, вот, и что несправедливо ей платить деньги. На самом деле люди, которые обесценивают чужой труд, они не ценят и свой труд. То есть, казалось бы, что он говорит, что мой труд тоже ценен, да, вот, и почему мой труд несправедливо недооценен по сравнению с чужим. Он вроде как говорит о ценности своего труда, но те, кто не может оценить чужой труд, да, и сказать, что каждый человек, который трудится, да, он имеет право на какую-то достойную плату, то есть он имеет право на то, чтобы этот труд был оценен по достоинству, да, и, ну, грубо говоря, оплачен. Если человек не признает то, что чужой труд может быть оплачен, то он как бы в ответ и то, что и мой труд может быть не оценен и недоплачен. То есть ты же делаешь то же самое, да, говоря о том, обесценивая чужой труд той же самой певицы, допустим, как вот в этом случае. И то есть, когда только человек начнет ценить чужой труд, он начнет ценить и свой труд. Либо, допустим, наоборот, когда он начнет ценить свой труд реально, нормально по достоинству, да, а не пытаться вот кричать о том, что я недооценен, а именно сам начнет себя ценить, тогда он начнет ценить и других.
это надо тоже понимать. Ну и у нас уже очень много вышло, а на самом деле поговорить еще есть о чем, потому что зависть это очень глубокое чувство, о котором можно говорить, ну, я не скажу, что часами, но есть еще о чем поговорить. Я уже договорю основные стереотипы, а дальше можно поговорить будет уже в следующем видео о соцпрограмминге, который именно идет от зависти. Также в стереотипы входит то, что есть у других, оно должно быть и у меня. То есть, да, есть такое, что есть нетерпимость к разнице в возможностях и результатах, да, что почему вот у кого-то получается, а у меня нет, почему вот он может, а я нет, да, то есть люди все разные, и у каждого свой путь, да, у кого-то такой путь, у кого-то такой путь, и нетерпимость к разнице в возможностях и результатах, да, тоже не дает того, чтобы мне оценить, адекватно оценить себя, да, и адекватно оценить другого человека. Например, очень яркие могут быть примеры того, что человек, у которого есть реально больше опыта в какой-то деятельности, да, он, конечно же, будет делать лучше, да, и он сделает хорошо, но человек с высокими амбициями и вот таким вот нетерпимостью к разнице и возможности, он будет говорить о том, что я вот сейчас сделаю, будет очень круто, и потом, когда у него выходит хуже, да, у него не получается сделать так же классно и здорово, как у человека с большим опытом, он начинает не рационально оценивать, а почему у меня, допустим, получилось хуже, чем у этого человека, да, чего мне не хватает для того, чтобы сделать так же качественно и хорошо. Нет, он начинает агрессировать, да, он начинает прям вот активно завидовать и прочее. То есть, что не дает ему конкретно вырасти в этой точке, да, потому что когда у другого получается лучше, мы должны не завидовать ему и не смотреть, ах, он такой плохой, потому что он там делает лучше, а думать о том, почему, что дает ему возможность сделать вот так, как он делает. И то есть только анализируя это и оценивая, то есть что у него есть, да, и чего нет у меня, мы можем добрать, чего нам не хватает для того, чтобы делать так же классно и круто, понимаете? Вот. Ну а также, чтобы быть счастливым, нужно обладать теми же вещами, что и окружающие. Это, опять же, идеализация материального или социального положения других. Мы о ней уже говорили тоже. И также последнее, что я хочу сегодня озвучить, что если у меня меньше, я автоматически менее достойный человек. Это, опять же, связывание самооценки с успехами и богатством других людей, что прямо неправильно. То есть у каждого должно быть то, что он хочет от жизни. Кто-то хочет горы сворачивать, а кто-то, вот, как я всегда говорю, хочет просто на огороде сажать сливы и яблоки, да, и радоваться урожаю. Для него это будет его личный успех. Того, что у него классно вырастают помидоры, я не знаю, того, что он там высадил мяту, эта мята радует его прекрасным чаем. Для него это будет личное счастье и успех. То есть, а по факту ему не нужна вот эта нарциссическая гонка того, что если у него нет Феррари и Порше, значит он ничего не достиг в этой жизни. Это неправда. Он очень многого достиг. Может быть, этот человек вырастил прекрасных детей, да, был очень замечательным родителем. Он может реализовывать себя, как он хочет, допустим, да, и ему гораздо более интереснее его там старая шестерка в гараже, чем какой-то Порше, понимаете? У каждого из нас свой уровень желаний и потребностей, и мы не должны быть неким шаблончиком, да, социальным, в который все должны вот как-то вкладываться. И как раз-таки очень сильно вот зависть, да, начинается там, где человек пытается соответствовать вот этим грёбаным шаблончикам, где человек пытается запихать себя в шаблончик или пытаться соответствовать каким-либо социальным шаблончикам. Тогда он теряет себя, и, конечно же, он никогда не угонится за тем, что он не хочет на самом деле, да, или в конечном итоге, даже получив это, он все равно не достигнет самоудовлетворения, да, и будет так или иначе завидовать тем, у кого есть какая-то свобода, чтобы быть собой.
Вот. Поэтому, ребята, будьте собой в первую очередь, и это даст вам возможность очень сильно развиться. Я надеюсь, что этот ролик помог вам найти, может быть, у себя какие-то глубинные установки некоторые, подумать над ними. Также, я еще раз скажу, советую вам пройти и посмотреть видео, про которое я говорила, которое поможет вам техниками для самопомощи, да, самодиагностики и самопомощи в работе с глубинными установками. Также я запишу вторую часть про зависть, и мы поговорим больше про соцпрограмминг, который окружает эту тему. Вот. Ну а на сегодня у меня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.